Дружба между Мингю и Севентин и Чингуком из BTS – не совсем обычная история. Среди плотного графика, хореографических репетиций и давления со стороны кумиров эти двое молодых людей находят друг друга. Они поприветствовали друг друга за кулисами музыкального мероприятия в 2016 году, и с тех пор небольшое общение переросло в глубокие отношения. Несмотря на то, что они принадлежат к двум разным большим группам, оба известны своими теплыми и скромными характерами, что позволяет им легко ладить с другими. Мингю, с его высоким ростом и широкой улыбкой, часто можно увидеть защищающим своих друзей. Между тем, Чингук, золотой макне BTS, излучает спокойное, но страстное очарование. У них обоих одинаковые увлечения – фотография, спорт и игры. За кулисами конкурентной индустрии развлечений Кореи они находят спасение в дружбе. В конце 2023 года Чингук начнет обязательную военную службу. Для поклонников BTS это эмоциональный момент. Но для Мингу это призвание стать настоящим сторонником. Он знал, что за спокойной улыбкой Чингука, когда он вошел в тренировочный лагерь, скрывалось беспокойство и тоска по внешнему миру. Мингу не смог присутствовать на отъезде Чингука из-за турне Севентин по Японии. Но он отправил длинное, искреннее послание, которое стало вирусным после того, как им анонимно поделился один из сотрудников. В сообщении содержались воспоминания, надежды и молитвы о том, чтобы Чингук оставался сильным. «Ты, может, и не Чингук из BTS в форме, но ты все тот же мой лучший друг», — написал он. Через 3 месяца после того, как Чингук прошел обучение, Мингу начал планировать сюрприз. Не шикарный подарок, а что-то, имеющее эмоциональное значение. Он связался с семьей Чингука, чтобы спросить, в чем тот нуждается или чего ему не хватает в казарме. Оттуда он узнал, что Чингук часто говорил о кофе, не о растворимом кофе, а о кофе из ручной кофемашины, который они пили вместе в общежитии. Затем Мингу собрал особый подарок – набор для ручного заваривания кофе, выбор кофе из любимых мест в Ханде и фирменную кружку с надписью «Братья по зерну и битве». Он также приложил длинное рукописное письмо, полное их мотивации и личных шуток. В феврале 2025 года Мингу наконец-то получил редкую возможность навестить Чингука. Он добился специального разрешения с помощью руководства и военных связей одного из сотрудников HYBE. В суровую зимнюю погоду он сам отнес подарок в казармы 5-й дивизии в Инчхоне. Подойдя к воротам, его встретил офицер охраны, который узнал его. После административной процедуры Мингу наконец встретился с Чингуком в комнате для ограниченных посещений. Чингук был одет в полную униформу, его волосы были коротко подстрижены, лицо выглядело немного худее, но все еще ярким. «Чон!» Чингук воскликнул с широкой улыбкой. Они коротко обнялись, а затем рассмеялись, как дети. Подарок был вручен с некоторой драматичностью. Мингу спрятал коробку под курткой, а затем внезапно достал ее, сказав «Кофе для командира золотого макне». Встреча была короткой, всего около 30 минут. Но за это время они говорили о многом, от условий учебы, глупых историй в казармах до своих мечтаний после освобождения. Чингук признался, что временами чувствовал себя одиноким, но каждый вечер перед сном перечитывал письмо Мингю. «Ваше письмо действует эффективнее толстого одеяла», — сказал он. Мингу также дал последние новости о Севентин, касающиеся сольного проекта Уджи и их запланированного возвращения. Он не слишком много говорил о мире развлечений, потому что знал, что сейчас мир Чингука — это военный мир. Он хочет присутствовать как друг, а не как кумир. Прежде чем пойти домой, они крепко держали друг друга за руки. Не так много слов, просто взгляд, полный смысла. «Я подожду, пока ты вернешься. Давай сделаем еще один контент о кофепитии», — сказал Мингю. Первоначально новость о визите была известна только военнослужащим и нескольким людям в агентстве. Однако, как обычно, хорошие новости трудно долго скрывать. Солдат, находившийся на месте происшествия, поделился этой историей с интернет-сообществом, высоко оценив скромность Мингю. Поклонники обоих фандомов, Керте и RMY, объединились в волне похвал.
Хэштеги «решетка Мингю Фарюнкак» и «решетка Братхерхат Гуалс» стали популярными темами в Твиттер в Корее и Японии. Многие приводят их дружбу в качестве яркого примера того, что соперничество между фанатами не должно затмевать человеческие ценности. HYB и Прылдис наконец опубликовали краткое заявление, подтверждающее эту новость. По их словам, это взаимодействие было формой личной поддержки между артистами и не имело ничего общего с акциями или компаниями. Для некоторых людей подарки имеют ценность или уникальность. Но для Мингю и Чингука этот подарок стал эмоциональным мостиком. Простая кофеварка и кружка становятся символами воспоминаний, поддержки и надежды на будущее. Теперь Чингук бережно хранит этот подарок в своем личном шкафчике. Сообщается, что он даже угощал друзей кофе, сваренным с помощью этого устройства, рассказывая им истории о своем высоком и крупном друге, который был прекрасным поваром. Многие фанаты затем начали отправлять подобные подарки воинским частям, черпая вдохновение в этой истории. Однако, как сообщается, Чингук отказывался от публичных подарков и принимал только те, которые присылали ему члены семьи или близкие друзья. В конце своего письма Мингю написал: «Когда мир кажется тяжелым, помните, что у вас есть место, куда можно вернуться. Не только на сцену, но и за кофейный столик днем с людьми, которые вас любят». Эта история не просто о двух больших кумирах. Это история о дружбе, которая зарождается за кадром, о поддержке, которая выходит за рамки профессий, и об истинной человечности. К тому времени, как Чингук закончит свою военную службу, мир может снова измениться. Но одно можно сказать наверняка: среди миллионов поклонников и тысяч выступлений у него есть лучший друг по имени Мингю, который дарит ему подарки, молится и угощает чашкой теплого кофе в холодном военном мире.